Сегодня мы поговорим о том, на что способны ферментированные продукты, с комментарием врача-диетолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании к видео. На платформе Boosty вы сможете оформить подписку и помочь каналу развиваться и радовать контентом. В качестве благодарности вы сможете получить книги по медицинским направлениям. Ссылка также под видео. Ну, тогда начнем. На что способны ферментированные продукты? Подборка исследований на тему микробиома. Ферментированные продукты – источник пробиотиков, так необходимых нам вне зависимости от времени года. Мы собрали 7 исследований о том, как пробиотики влияют на здоровье ЖКТ, иммунной системы, мозга и сердца. Все исследования я закреплю под видео. Первое исследование. Поддерживают пищеварение и здоровье кишечника, восстанавливают баланс полезных бактерий в кишечнике, тем самым решая некоторые проблемы пищеварения. Также могут снизить тяжесть течения диареи, вздутия живота, газообразования и запоров. Второе исследование. Могут уменьшить неприятные симптомы синдрома раздраженного кишечника. Третье исследование. Повышают устойчивость организма к инфекциям. Ферментированные продукты восстанавливают баланс полезной микробиоты, тем самым поддерживают иммунную систему. 80% иммунных клеток находится в кишечнике и снижают риск простудных заболеваний. Четвертое исследование. Употребление ферментированных продуктов поможет вам быстрее восстановиться, если вы уже заболели. Пятое исследование. Облегчают усвоение питательных веществ. Ферментация помогает разрушать антинутриенты, такие как фитаты и лектины, содержащиеся в семенах, орехах, зернах и бобовых, препятствующие усвоению питательных веществ. Шестое исследование. Поддерживают ментальное здоровье. Пробиотические штаммы Lactobacillus helveticus и Bifidobacterium longum уменьшают симптомы тревоги и депрессии. Оба пробиотика содержатся в ферментированных продуктах. Седьмое исследование. Снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Пробиотики могут снижать артериальное давление и плохой холестерин ЛПНП. Напомню, что согласно определению Международной научной ассоциации пробиотиков и пребиотиков ISAP, ферментированными можно считать продукты и напитки, полученные путем желаемого микробного роста и ферментативного превращения пищевых компонентов, которые первоначально содержались в пище. Способы ферментации пищи. Есть два основных метода пищевой ферментации. Первый – естественное брожение. В этой ситуации пищу преобразуют микроорганизмы, уже живущие в сырых продуктах или на поверхности посуды, в которой их готовят. Таким способом готовят многие традиционные ферментированные продукты, например, квашеную капусту и кимчи. Второй – ферментация путем добавления стартовых культур. В этой ситуации к сырым продуктам добавляют небольшое количество уже готовой культуры микроорганизмов, например, закваску или дрожжи, или немного уже ферментированной пищи. Этот способ обычно используют на производстве, так как он позволяет получить продукт с заданными свойствами, скажем, буханки хлеба одинакового качества или йогурт с заданным количеством микроорганизмов пробиотиков строго определенных видов. С точки зрения воздействия на здоровье ферментированные продукты можно разделить на две большие группы. Первая – продукты, содержащие живые микроорганизмы. Их создают микроорганизмы, способные существовать в собственных продуктах жизнедеятельности достаточно долго, чтобы живыми попасть в наш организм вместе с едой. Среди них йогурт, сметана, кефир, большинство сыров, мисо, некоторые сорта пива, ферментированные овощи, крупы и колбасы, которые не нагревали и не пастеризовали. Вторая – продукты без живых микроорганизмов. Это ферментированная еда, которую перед употреблением нагревают, такая как хлеб, кофе или пастеризованные ферментированные овощи, и пища, создаваемая микроорганизмами, неспособными выжить в собственных отходах. В первую очередь это вино, большинство сортов пива и крепкие алкогольные напитки, так как создающие их микроорганизмы погибают в спирту.
Хотя в ферментированных продуктах без живых микроорганизмов тоже много хорошего, они все же считаются чуть менее полезными. Так что смело добавляйте ферментированные продукты в свой рацион. Отправляйте пост друзьям, родным и близким. Эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!